тихую ночь неожиданная встреча изменила все. Когда Чингук вошел в новый дом Тэхёна, никто не мог предсказать, что произойдет. За закрытой дверью давно забытые слова наконец обрели голос. Это был не просто визит. Это было начало чего-то, чего они никогда не планировали. И в ту ночь тишина хранила историю, которая никогда не будет забыта. В ту ночь в новом доме Тэхёна все еще пахло свежей краской и деревом, словно его стены еще не были полностью готовы хранить секреты. За окном моросил легкий дождь, мягко стуча по широким окнам гостиной, где горела лишь половина света. Тэхён никого не ожидал, по крайней мере, так он думал, пока нерешительный звонок в дверь не нарушил тишину. Открыв дверь, он увидел там Чингука, мокрого от моросящего дождя, в его взгляде читалось что-то необычное, смесь решимости и чего-то, что еще не нашло названия. Молча, они посмотрели друг на друга, и ночь, начавшаяся в тишине и спокойствии, вдруг показалась началом разговора, который изменит не только атмосферу нового дома. Тэхён отошел в сторону, впустив Чингука, не спрашивая, зачем тот пришел. Дверь щелкнула, запечатав их внутри тишину, которая казалась почти преднамеренной. Чингук огляделся, медленно и с любопытством осматривая незнакомое пространство. «Тебе здесь идет», – тихо сказал он, хотя в его голосе чувствовалась какая-то тяжесть, неуловимая в словах. Тэхён слабо улыбнулся, не зная, радоваться ему или беспокоиться. Что-то невысказанное оставалось между ними, витающее, как запах дождя. Они сели друг напротив друга, низкий столик разделял то, что они еще не осмеливались пересечь. Чингук провел пальцем по краю бокала, его взгляд был отстраненным, словно он репетировал признание. «Я все думал о том, что ты сказала перед переездом», — наконец признался он. Дыхание Тэхёна замерло, воспоминания всплыли на поверхность без разрешения. Снаружи тихо гремел гром, словно запоздалое предупреждение. Комната казалась меньше не из-за стен, а из-за надвигающейся правды. Тэхён наклонился вперед, всматриваясь в лицо Чингука в поисках уверенности. «Тогда почему сейчас?» — спросил он, голосом мягче, чем он хотел. Чингук замялся, пальцы сжались, словно цепляясь за саму смелость. «Потому что незавершенные дела преследовали меня повсюду», — тихо сказал он. Их взгляды встретились, и тишина углубилась, превратившись в нечто хрупкое, но неоспоримое. В тот момент расстояние измерялось не шагами, а невысказанными словами. Дождь усилился, неустанно барабаня по окнам, словно сердцебиение. Тэхён медленно выдохнул, словно сдаваясь уже известной истине. «Некоторые вещи меняются, когда их произносишь вслух», — пробормотал он. Чингук кивнул, хотя в его взгляде все еще мелькнула неуверенность. Новый дом, когда-то пустой, теперь хранил нечто гораздо более живое, чем просто мебель. И по мере того, как ночь тянулась, их разговор начал формировать будущее, которого ни один из них не планировал. Чингук наконец снова заговорил, его голос едва заглушал шум дождя. «Я думал, что расстояние все прояснит», — тихо признался он. Тэхён слушал без перерыва, его выражение лица было нечитаемым, но мягким. Пространство между ними ощущалось напряженным, словно пауза перед чем-то необратимым. Слабое тепло от приглушенного света в комнате смягчало напряжение в воздухе. И все же ни один из них не осмеливался притворяться, что это обычный визит. Тэхён встал, чтобы заварить чай, нуждаясь в движении, чтобы успокоить свои мысли. Из дверного проема кухни он наблюдал, как Чингук сидит неподвижно. Пар поднимался от чашек, размывая границы момента. Когда он вернулся, их пальцы на мгновение коснулись поверхности стола. Это было случайное прикосновение, затянувшееся дольше, чем следовало. Никто не извинился, и эта тишина говорила громче любых слов. Чингук медленно вдохнул, словно набираясь смелости с каждым вздохом. «Были вещи, о которых я никогда не говорил», — признался он, устремив взгляд в пол. Тэхён почувствовал, как по его груди прокатилась тихая дрожь. На улице дождь стих, оставив после себя лишь нежную тишину. Дом перестал казаться незнакомым, а стал глубоко ощутимым вокруг них. Время словно замедлилось, ожидая, пока правда обретет форму. Когда Чингук наконец поднял глаза,
в его взгляде читалась непоколебимая решимость. «Я пришел сюда не просто в гости», — сказал он, теперь уже чистым голосом. Тэхён встретил его взгляд, расстояние между ними тихо исчезло. Никаких драматических жестов не последовало, только хрупкое понимание. Такое, которое растет в тишине, а не в признании. И в этой общей тишине что-то долго избегаемое стало неоспоримым. Ночь сгущалась, окутывая дом спокойствием после дождя. Тэхён откинулся назад, позволяя моменту утихнуть без сопротивления. Некоторые вопросы оставались без ответа, но уже не казались такими насущными. Чингук остался не как гость, а как тот, кто решил не уезжать. Снаружи облака расступились, открыв слабый проблеск лунного света. Внутри новый дом наконец-то почувствовал, что в нем начинается что-то новое. Некоторое время они молчали, позволяя тишине дышать самой собой. Тиканье далеких часов отсчитывало время, которое они больше не пытались измерить. Тэхён заметил, как слегка расслабились плечи Чингука. Это было такое изменение, которое можно заметить только тогда, когда кто-то решает остаться. В комнате мягко воцарилось непривычное чувство комфорта. И вместе с ним пришла хрупкая смелость продолжить. «Ты жалеешь, что пришел?» Почти шепотом спросил Тэхён. Чингук покачал головой, прежде чем вопрос окончательно затих. «Я сожалею, что так долго ждал», — ответил он ровным, но мягким голосом. В его словах не было ни давления, ни ожидания. Лишь тихое подношение, бережно оставленное между ними. Тэхён почувствовал, как что-то внутри него расслабилось, словно выдохнуло затаённое дыхание. Чай стал теплым, а не горячим, забытым, но не тронутым. Чингук рисовал едва заметные узоры на поверхности стола, погруженный в свои мысли. Тэхён наблюдал за ним, понимая, насколько знакомой теперь казалась тишина. Не пустая, не тяжелая, просто разделенная. За окном ночь сгущалась, сохраняя свое спокойствие без перерыва. Внутри понимание двигалось вперед, не нуждаясь в том, чтобы его называли. Тэхён наконец встал у окна, глядя на проясняющееся небо. Отражения тусклого света слабо мерцали на стекле. Он чувствовал присутствие Чингука за спиной, близкое, но ненавязчивое. «Некоторые вещи не заканчиваются», — пробормотал Тэхён почти про себя. Чингук не ответил, но молчаливое согласие было несомненным. Этого было достаточно, чтобы ни один из них не отвернулся. Когда Тэхён снова повернулся к нему лицом, воздух между ними стал легче. Никакого грандиозного решения, никакой внезапной уверенности, только медленно разворачивающееся начало. Чингук подарил ему маленькую, искреннюю улыбку, которая дошла до глаз. Дом казался теплее, больше не отражая незнакомой атмосферы. Что бы ни привлекло их к этой ночи, это осталось невысказанным, но понятным. И вместе они позволили тишине стать чем-то, чем они наконец могли поделиться. Легкий ветерок проник сквозь слегка приоткрытое окно. Он нес прохладный запах уже прошедшего дождя. Тэхён задумчиво положил руку на оконную раму. Чингук наблюдал за ним, словно запоминая какую-то тихую деталь. В комнате не осталось никакой спешки, только присутствие. И впервые ночь казалась мягкой, а не неопределенной. «Ты помнишь обещание, которое мы так и не выполнили?» Тихо спросил Чингук. Тэхён обернулся, удивленный техой смелости вопроса. Воспоминания всплыли, незаконченные слова, паузы, невыбранные пути. Он медленно кивнул, понимая больше, чем сам вопрос. Некоторые вещи так и не были по-настоящему оставлены позади. Они лишь ждали возвращения смелости. Чингук подошел ближе, но не настолько, чтобы нарушить спокойствие между ними. Теперь в его голосе звучала теплота, больше не сдержанная нерешительностью. «Я не хочу больше гадать, что могло бы быть», — сказал он. Тэхён вгляделся в его выражение лица и не нашел там сомнений. Только искренность, непоколебимая и без прикрас. Та, которая ничего не просит, но предлагает все. Тэхён выдохнул, чувствуя, как тихое бремя выбора мягко оседает.
Он понял, что новый дом никогда не предназначался для того, чтобы стереть прошлое. Он просто создал пространство для возвращения чего-то незавершенного. Их разговор перестал казаться хрупким и стал более основательным. Словно шаги, обретающие ритм после слишком долгого блуждания. И в этом осознании неуверенность постепенно ослабела. Часы шли вперед, незаметно, но без сопротивления. Чингук оставался рядом с ним, не близко и недалеко. Никаких заявлений не требовалось для того, что уже изменилось. Дом, прежде тихий, теперь излучал живое тепло. По мере того, как ночь приближалась к рассвету, вокруг них воцарялось полное спокойствие. И, не говоря об этом вслух, оба понимали, что это только начало. Рассвет приближался тихо, окрашивая края неба бледным светом. Мягкие серые оттенки проникали сквозь окна и оседали на полу. Тэхён заметил, что дом перестал казаться незнакомым. Чингук стоял рядом с ним спокойным, словно ночь привела его сюда. В том, как они разделяли этот момент, чувствовалось тихое принятие. Не как гости во времени, а как свидетели происходящего. Никто из них не спешил говорить, пока утро медленно сменяло темноту. Тишина между ними изменилась, она больше не была наполнена вопросами. Тэхён налил свежий чай, этот простой жест стал отправной точкой нового дня. Чингук принял чашку с легким кивком благодарности. Их пальцы снова соприкоснулись, на этот раз без колебаний. Тепло оставалось, нежное и безошибочно настоящее. Снаружи мир начал оживляться отдаленными звуками утренней жизни. Внутри царило спокойствие, почти защищенное. Чингук еще раз огляделся, затем снова посмотрел на Тэхёна. «Сейчас все по-другому», — тихо сказал он. Тэхён понял, не спрашивая, что изменилось. Некоторые места преображаются просто потому, что два человека решают остаться. Свет постепенно заполнял комнату, смягчая каждую тень, которой прикасался. Тэхён почувствовал, как в нем зарождается непривычное чувство стабильности. Чингук подошел ближе не из-за неуверенности, а из-за намерения. Никаких обещаний не было произнесено, но что-то уже было согласовано. Новый день не требовал ответов, только присутствия. И именно присутствие они теперь разделяли без страха. Когда наконец взошло солнце, оно осветило не только комнату. Оно открыло тихое понимание, которого ни один из них не ожидал найти. Тэхён оглядел свой новый дом и увидел его теперь по-другому. Не как место уединения, а как место возможностей. Чингук оставался рядом с ним, уже не будучи неожиданным гостем. И вместе они шагнули навстречу ожидавшему их утру. И когда наконец наступило утро, ничего объяснять не нужно было. Некоторые разговоры не заканчиваются, они просто обретают свою форму в тишине. То, что когда-то было неопределенным, тихо обрело форму. Не через обещания, а через присутствие. И в доме, который когда-то казался пустым, оставалось новое начало. Некоторые истории не произносятся вслух, они чувствуются.